Сегодня пятый урок, и на пятом уроке мы рассмотрим два важных правила. Одно правило звучит так: для чего необходимо изучать законы инвестирования, а второе правило звучит: не держи все яйца в одной корзине. Ты поймешь, что такое финансовые яйца и почему их не нужно держать в одной корзине. Ну, кому-то стало смешно, финансовые яйца. Ну, это действительно так. Итак, почему необходимо изучать законы инвестирования? Я сейчас приведу тебе некоторые примеры, при которых ты поймешь, что такое реальный уровень инфляции и для чего необходимо изучать законы инвестирования. Почему именно тебе необходимо изучать. Итак, если взять начало 20 века, и начало 20 века 1 рубль российский стоил очень больших денег. Почему я это знаю? Моя бабушка родилась 1901 года, и она мне рассказывала, что тогда в 1905 году можно было купить корову за 5 рублей. Представляешь, за 5 рублей можно российский было купить корову. 17 американских долларов тогда давали за 1 рубль. И до 1913 года экономика была достаточно очень сильной в России. И к чему эти вещи я тебе говорю? Если ты молод, ты можешь посмотреть в интернете эти цены. Если тебе столько же лет, столько и мне, я тебе предлагаю сейчас на языке цифр кое-что сравнить. Ну, знаешь, как в анекдоте есть, россиянин встречается с украинцем и говорит: слушай, у вас слова такие интересные, да, вот сравнить слово. Ну, не буду говорить, да, чи срав, чи ні. Говорит россиянин украинцу, халу, говорит: а у вас такие слова какие-то интересные, не за баром, то ли перед баром, то ли за баром. Так вот, для чего нам нужно сравнить цифры 20-летней, 30-летней давности и цифры сегодняшние? Итак, я тебе приведу несколько цифр, и давай вспомним кое-что. 1990 год. На тот момент официально доллар США оценивался 76 копеек советских рублей. И мерилом инфляции мы можем взять вот не то, что нам дает государство, а давай мы с тобой возьмем мерилом инфляции самые простые вещи. Первое – продукты питания. Второе – энергоносители. В данном случае бензин возьмем, да, стоимость бензина. Третье – недвижимость. Четвертое – автомобиль. Пятое – валюта. Вот давай посмотрим на эти цифры. И ты сейчас увидишь на экране цифры, и ты увидишь, насколько за эти 20 лет выросла цена на многие товары. Итак, в 1990 году колбаса молочная стоила 3,10-3,60. Кто помнит то время, 3,10-3,60 стоила колбаса молочная. Это 0,18-0,20 доллара, то есть 18 центов, 20 центов. Колбаса молочная в 2010 году стоит 30-70 гривен, от 30 до 70 гривен, в зависимости какой завод и что в этой колбасе есть. Если в долларах взять, это 6,5-9 долларов, 10 долларов. В России, я знаю, в Москву приезжал, молочная колбаса стоила даже до 10 долларов за килограмм. Следующий берем. Хлеб в 1990 году стоил 19 копеек. Кто помнит, тогда кирпичик советский стоил 19 копеек. Сегодня такой хлеб стоит от 2 гривен до 15 гривен. Это 0,25 цента. Тогда стоило это 1 цент. Сегодня это стоит 25 центов и до 2 долларов стоимость буханки хлеба. Теперь давай посмотрим. Колбаса молочная выросла на 3611%, а хлеб вырос на 4500% за эти 20 лет. Смотрим, бензин 1990 год, стоимость стоила 76 копеек за литр. Это 0,4, то есть 4 цента, 4,2 цента литр стоил. Бензин в 2010 году стоимость от 8 до 10 гривен. В России такая же цена, в Америке такая же цена. Во всех в странах Европы и в мире практически цена одинаковая. 1 евро стоит. Да? Это цена 1 евро. То есть это доллар, 1,5 доллара. Стоимость выросла на бензин на 2070%. Квартира двухкомнатная. 1990 год. Стоимость от 30 до 100 тысяч рублей. Это от 1,5 до 5 тысяч долларов. То есть почему я это помню? Тогда в 1991 году я заработал, ходил в море, заработал денег и решил купить себе квартиру. Она оценивалась примерно 25 тысяч рублей. В Питере можно было купить однокомнатную квартиру за 30-35 тысяч рублей. Каким образом? Ну, были пути, как можно было это купить. Сегодня квартира стоит в 2010 году около 70-100 тысяч долларов. 100 тысяч, 150 тысяч долларов. В зависимости, какая квартира, в каком районе, в каком городе. Стоимость выросла на 1400%. Официальный, теперь смотрим, авто. Лада 9 модели. В 1990 году стоила 10 тысяч рублей.
это 500-1000 долларов. То есть за 500, за 1000 долларов можно было купить очень крутую машину Volvo. Тогда моряки привозили за 1000 долларов кусок железа, можно было 20-летний купить такой, быть круче, чем все остальные. А Лада стоила 500, максимум 1000 долларов. Можно было купить новенькую Ладу 9 модели. Сегодня Лада стоит в 2010 году, вот в прошлом году, да, от 50 до 80 тысяч гривен, это от 7 до 10 тысяч долларов. Стоимость выросла на 1400%. Теперь давай посмотрим курс доллара. Стоил 76 копеек, сегодня он стоит 8 гривен за 1 доллар. 1400% вырос курс доллара. Конечно же, это, скажем, примитивный такой простой примерчик, и многие специалисты скажут, но это не есть мерилом инфляции. Но давай еще тебе самый простой вопрос задам. И ты поймешь, в 1970 году унция золота стоила всего лишь навсего 35 долларов. Сегодня унция золота стоит где-то порядка 1500 долларов. 1500, 1550, 1450 долларов. Посчитай, во сколько раз. На 3000% выросло золото за 30 лет. Вдумайся только в эти слова. И что я тебе хочу сказать этим примером. В среднем составляет рост 3300%, что составляет 163% годовых. Нам вешает лапши на уши государство, нам вешает лапшу на уши правительство, мировое правительство, что цивилизованные страны, средний уровень инфляции 4,6%. Это лапша для маленьких детей. Дорогой мой, если ты не поймешь реальный уровень инфляции в своей стране. И в классе номер 3 мы будем рассматривать в первом уроке инфляция, гиперинфляция, дефолт, экономический кризис и почему они происходят, и как часто нам с ними придется встречаться. Ты узнаешь, что такое мировое мерило инфляции, и для чего тебе это нужно знать, и почему не надеяться на те инфляционные цифры, которые дает нам государство и правительство. Потому что они нас просто-напросто за дурачков держат. Они держат за дурачков тебя, они за дурачков держат всех людей. И почему? Потому что этим примером показывается, что цены выросли в среднем на 163% в год цены росли. Теперь ты понимаешь, почему тебе нужно учиться инвестировать свои средства как минимум под 150-200% годовых. Как минимум ты должен находить такие источники, такие объекты инвестирования, где ты будешь инвестировать свои средства минимум под 150-200% годовых. Вот в этом случае только ты сможешь удержаться на плаву, чтобы не съела твои деньги инфляция. Когда люди говорят, я положу в банк, это все же больше, чем инфляция, потому что инфляция составляет 8% или там в год, или 4% в год, а банковская система дает на 5-6% больше, они говорят, это же лучше, сохраняйте деньги и обгоняйте инфляцию. Да все это чепуха, все это бред. Поэтому тебе необходимо понять, что нужно разбираться в том, что такое реальный уровень инфляции. Для того, чтобы искать те инвестиционные проекты, искать те направления инвестиционные для тебя, чтобы ты мог сохранять свои средства на уровне реальной инфляции, не той, которую заявляет правительство и государство всех стран.